Остановите все, потому что событие тура Тэхёна приняло оборот, к которому никто не был готов. Новый фанком Тэхёна не просто взорвал интернет. Он разоблачил деталь, которую фанаты совершенно пропустили. И в тот момент, когда они осознали, что Чингук тайно вовлечен, весь фандом погрузился в абсолютный хаос. Что на самом деле скрывалось за этой безупречной улыбкой? Это меняет все. Часть 1. Проблеск в зеркальном экране. В ночь, когда вышел фанком с тура, никто не ожидал, что этот ролик станет самым обсуждаемым, просматриваемым и перешептываемым за последние месяцы. Сначала это выглядело как обычный момент с мероприятия. Тэхён выходит на сцену с присущим ему фирменным изяществом, мягкие огни ловят линию его челюсти, и фанаты кричат от восторга. Но хаос начался не тогда, когда Тэхён улыбнулся. Он начался через 3 секунды. Проблеск, странная тень, подозрительное отражение на зеркальном дисплее позади него. Поначалу большинство было слишком отвлечено внешностью Тэхёна, его едва заметной ухмылкой и легкостью, с которой он взаимодействовал с толпой. Но по мере того, как фанком распространялся, от Twitter до TikTok, а затем по всем кей-поп-форумам, кому-то удалось сделать скриншот отражения. И вот тогда начался сущий ад. В течение нескольких минут фан-аккаунты взорвались увеличенными скриншотами. Фигура на заднем плане не была случайной. Поза, кепка, то, как фигура держала телефон, все это казалось слишком знакомым. Да, не может быть. Не может быть, чтобы этот Чингук прятался за дисплеем. Посмотрите на выглядывающую татуировку. Это он. Я узнаю эту руку где угодно. Почему Чингук там тайно? Что произошло? Теории нарастали быстрее, чем кто-либо мог их осмыслить. Некоторые говорили, что Чингук хотел поддержать Тэхёна приватно. Другие утверждали, что HYBE что-то скрывает. Но подозрения усилились, когда оригинальный загрузчик фанкама написал: «Клянусь, кто-то еще снимал Тэхёна с правой стороны сцены. Кто-то высокий». И охрана вела себя странно. Фанкам показал и кое-что еще, что почти никто не заметил сначала. Ближе к середине клипа, когда Тэхён повернулся в сторону правой части зала, он на мгновение замер, его глаза смягчились. Его выражение лица изменилось, словно он узнал кого-то, кого-то за кадром, кого-то, кого аудитория не видела. Он не улыбался толпе. Это была нетипичная идольская фанатская улыбка. Она была тонкой, личной, теплой. Такое выражение лица Тэхён редко показывает, если только оно не адресовано тому, кого он глубоко знает. Фанаты немедленно соединили точки. Он увидел Чингука. Вот почему его выражение лица изменилось. Им нельзя было быть замеченными вместе. Часть 2. Скрытое подтверждение и 3 тайных стука. Следующая волна хаоса обрушилась еще сильнее, когда скрытое присутствие Чингука было подтверждено. Сотрудник стаффа, явно не зная, как быстро фанаты все замечают, запостил в инстастауре на несколько секунд закулисный клип с мероприятия. И там, небрежно сидя сзади, наполовину прикрытый оборудованием, в маске и худи, был Чингук. Историю немедленно удалили, но скриншоты уже были повсюду. Они знали, что Чингук был там, спрятанный, наблюдал за Тэхёном без объявления. Люди, близкие к мероприятию, начали шептаться в сети. Ассистент по макияжу анонимно написал: «Я видел Чингука на секунду. Он не должен был быть замечен». Охрана постоянно перемещала его. По мере того, как фанкам продолжал циркулировать, зоркие фанаты заметили еще одну деталь. В последние минуты мероприятия, прямо перед тем, как Тэхён ушел со сцены, он сделал нечто совершенно нехарактерное. Он снова взглянул в правую сторону, в то же место, где, как видели, прятался Чингук. И на этот раз Тэхён опустил руку и едва заметно постучал пальцами по бедру. 3 коротких стука, короткая пауза, затем еще 2 стука. Фанаты с военными знаниями немедленно узнали это. Секретный сигнал.
Жест, используемый, когда кто-то пытается незаметно общаться на расстоянии. И самое безумное, если Чингук действительно стоял там, сигнал предназначался ему. Когда Тэхён ушел за кулисы, охрана внезапно пришла в хаотичное движение. Была слита короткая аудиозапись, записанная фанатом возле коридора за кулисами. На ней двое сотрудников говорили приглушенными голосами. Став один, он пришел только потому, что Тэхён попросил его. Став 2, да, но его не должны были видеть. Это снова вызовет слухи. Слухи снова. Фандом мгновенно замер. Какие слухи? Почему снова? Одно было ясно. Чингук пришел не по своей воле. Тэхён хотел, чтобы он был там. И какой бы ни была причина, она была достаточно важной, чтобы Чингук рисковал быть замеченным, прятался и его сопровождали как тайного гостя. Часть 3. Противостояние USB и защищенная правда разбитое сердце. Драматический фанфик. Тэхён полез в сумку и вытащил маленькую USB-флешку, о существовании которой менеджер даже не подозревал. Чингук уставился на нее, чувствуя, как у него скручивает живот. «Что это?» Тэхён осторожно положил ее на стол, словно это было что-то опасное. Полная запись. Часть, которую они не слилит. Голос Чингука понизился до шепота. «Хён, что ты сказал?» Выражение лица Тэхёна треснуло. «Я сказал камере, почему я дал это обещание. Почему я лгал ради тебя. Почему я защищал тебя, даже когда мне говорили этого не делать. Почему я продолжал прикрывать тебя, даже когда мне самому стало больно». У Чингука перехватило дыхание. «Я назвал твое имя больше раз, чем следовало», — продолжил Тэхён, его глаза блестели. «Я сказал это, потому что мне нужно было, чтобы кто-то, кто угодно, понял, почему я это сделал. Я разваливался на части». Сердце Чингука сжалось. «Хён, почему ты мне не сказал?» — спросил он, его голос впервые дрогнул. Тэхён издал тихий, пораженный смешок. «У тебя и так было слишком много проблем. Я думал, что смогу справиться со своими в одиночку». Он вытер уголок глаза. «Но я не смог. Больше не могу». Чингук сделал шаткий шаг вперед, хватая Тэхёна за запястье. «Тэхён, посмотри на меня». Тэхён заколебался, затем медленно поднял глаза. Голос Чингука был хриплым. «Ты защищал меня. Ты лгал ради меня. Ты нес все в одиночку, потому что я тебя попросил. А теперь мир думает, что ты создал скандал». Тэхён тяжело сглотнул. «Я знал, что этот день может наступить». «Да», — прошептал Чингук. «Но ты не будешь сталкиваться с этим один». Его хватка усилилась, отчаянная, искренняя, почти дрожащая. «Тэхён, я не позволю тебе снова брать вину на себя». Губы Тэхёна приоткрылись от удивления, но Чингук перебил его. «Что бы ты ни сказал, что бы ни было в этом видео, мы разберемся с этим вместе». Впервые с момента утечки выражение лица Тэхёна немного смягчилось, как будто он месяцами задерживал дыхание. Затем он тихо сказал: «Если остальной мир увидит то, в чем я признался той ночью, все изменится, Чингук». Чингук подошел ближе. «Тогда пусть изменится». Чингук держал USB-флешку так, словно она обжигала его ладонь. Тэхён молча смотрел на него, его дыхание было неровным. Тэхён кивнул на маленький ноутбук на столе. «Включи». Чингук колебался, не потому, что боялся того, что сказал Тэхён, а потому, что боялся, сколько боли Тэхён должен был чувствовать, записывая это. Тем не менее, он воткнул USB, и появился один файл. Чингук нажал на него. Началось видео. На экране появился Тэхён. Та же тусклая студия, та же изможденная поза, то же сырое выражение лица. Эти кадры казались намного длиннее. Тэхён начал с молчания,
Затем медленно. Это не для компании. Это не для фандома. Это для меня. И если однажды кто-то это увидит, возможно, они поймут. Все началось с Чингука. В ту ночь, когда он сказал мне, что больше не может совсем справляться. Чингук замер. Тэхён на экране продолжил, его голос ломался. Он не хотел, чтобы кто-то его слышал. Но я увидел его в ту ночь, настоящего его, и он попросил меня сохранить это в тайне. И я обещал, что буду его защищать. Тэхён на экране наклонился ближе, его глаза покраснели. Правда в том, что это была не просто одна ночь. Это продолжалось. Он продолжал ломаться. И каждый раз, когда он приходил ко мне. Голос Тэхёна смягчился. Я никогда не говорил ему, как сильно это пугало меня. Как больно было смотреть, как он рушится. Как сильно я хотел, чтобы кто-то защитил его так, как он защищает всех остальных. Затем Тэхён на экране сказал нечто, от чего сердце Чингука остановилось. Я защищал Чингука не только потому, что он попросил меня. Я защищал его, потому что заботился о нем больше, чем должен был. Тэхён закрыл глаза на экране, слеза скатилась. И вот почему я больше не могу это хранить. Если что-то случится, правда будет где-то там. Видео резко оборвалось. Вернувшись в настоящее, Чингук уставился на пустой экран. Его сердце стучало так громко, что он едва слышал что-либо еще. Наконец, он повернулся к Тэхёну. «Тэхён», — прошептал он, его голос дрожал. «Ты нес все это из-за меня». Тэхён не поднял головы. «Я же сказал тебе. Ты не должен был это видеть». Чингук сделал шаг к нему. «Ты заботился больше, чем должен был». «Что это значит?» Тэхён резко вдохнул, наконец встретившись взглядом с Чингуком, и страх в его глазах был безошибочным. Его голос звучал едва слышно, почти шепотом, потому что правда, которую я скрывал, я не просто защищал тебя. Я защищал свои чувства к тебе. Мир накренился. Воздух исчез. Я защищал свои чувства к тебе. Слова повисли в воздухе, словно что-то опасное. Чингук сделал шаг вперед. Тэхён сделал шаг назад. «Тэхён», — прошептал Чингук, его голос внезапно охрип. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не это имел в виду». Губы Тэхёна приоткрылись, но звука не последовало. Чингук подошел ближе, сокращая расстояние между ними. «Хён, посмотри на меня. Хотите, чтобы я продолжил кульминационную сцену между Тэхёном и Чингуком?»